Приветствую любителей турбореактивной тяги. Пытаюсь прощупать, что там внутри. Вашему вниманию, друзья, представляю турбореактивный двигатель Колибри Т-32. Это самый маленький турбореактивный двигатель в мире. Как же так, скажете вы? Игорь, а как же твой самый маленький реактивный двигатель? Да, действительно, друзья, у меня было желание сделать движок немножко меньше, чем этот. И у меня даже кое-что получилось. Сейчас он выглядит вот так, один из них. А так у меня их 3 штучки. И он действительно немножко меньше. Как по диаметру, так и по длине. Можно заметить, измерений делать не буду, и так все видно. Ну, на 1,5 миллиметра он в диаметре меньше. И по длине немножко. Но в процессе изготовления выяснилось, что у Ламберта есть еще меньший двигатель. Правда, он не пошел в серию, но он у них есть, и он у них худо-бедно работает. Они даже запускали модельку на нем. Для сравнения представьте, вот этот имеет диаметр 55 миллиметров, а Колибри Т-10, именно так он называется, он примерно вот такой, 40 миллиметров в диаметре. Когда я узнал о его существовании, я уже перестал свой двигатель называть самым маленьким турбореактивным двигателем в мире. Потому что есть гораздо меньше. Но в серию он не пошел. Видимо, не удалось ребятам достигнуть уверенного хорошего запуска и хорошего ресурса. А это очень важно, если вы хотите именно продавать свои изделия, а не делать это для души и для реализации своих каких-то возможностей. Типа того, что вот я могу сделать реактивный движок. И я смог, собственно, ребята. Ну, посмотрите, какой красавец. Ладно, откладываем его. И переходим полностью к Колибри. Вы будете смеяться, друзья, но у меня их 2. Есть еще более современный экземпляр. Он несколько отличается. Он более дерзкий, и у него более быстрый запуск. И имеет больше тяги. Хотя, что удивительно, это прям очень удивительно, у него гораздо меньше крыльчатки. Хотя вся тяга, она зависит от крыльчатки компрессора. Но он, видимо, раскручивается гораздо быстрее. Здесь 240 тысяч оборотов, здесь 226 тысяч, по-моему. И видите, сопло даже меньшего диаметра у него. То есть струя более скоростная получается. А крыльчаточка вот эта вот поменьше. Ну, не знаю, как вам показать. Я думаю, хорошо видно вот под таким углом. Да уж, целая история с этими моторчиками, как они попали ко мне. История и одновременно радость, и одновременно будет боль сегодня. Обычно, если делают обзоры на реактивные двигатели, то полностью их не разбирают. Даже я так делал. Я снимал верхние крышки, корпуса, сопла, показывал, что там внутри, но я не разбирал ротор. Не выкручивал вот эту гайку. И мы не могли увидеть, какая же там внутри конструкция, какие подшипники, какой вал. Но в этом видео мы разберем полностью, друзья. Связано это с тем, что, во-первых, у меня 2 двигателя, и я могу себе это позволить. Ну, а во-вторых, второй двигатель, он мне достался в подарок, хотя на первый я накопил и купил его сам. Ну, а второй нам подарил Алексей Ивашов. Все вы знаете этого человека, друзья, сколько он сделал для развития канала. Это просто не описать словами. Леша сказал, чтобы я разобрал его полностью и показал ребятам все устройство, все, что там внутри. Я никак не могу сопротивляться этому желанию, хотя после такой разборки я уже не смогу его обратно собрать с должным качеством, ибо обратная сборка требует высокоточной балансировки, которую я не могу достигнуть. Скорее всего, придется его либо отправлять на сервис, либо в Германию, либо как-то бегать по нашим конторам, бить челом и просить, чтобы отбалансировали. Мы решили, что разберем тот, что попроще, а тот, который более современный, имеет большую немножечко тягу. Можно, например, установить его на маленький фанджет. Он здесь будет как родной стоять. У него тяга около 2 килограмм. Самолет будет носиться с бешеной скоростью. И у меня будет, друзья, представьте, повседневный турбореактивный самолет. Это дичь просто какая-то. На самом деле ставят такие маленькие двигатели на фанджеты. Но надо очень хорошо летать. Но я тренируюсь и трачу очень много времени на это. Тренировки нужны, чтобы можно было справиться с коршуном.
На нем будут стоять турбины немножко поболее. Сначала вот эту, ну а потом вот эту поставим. И это страшно, друзья, на самом деле. Так, ладно, хватит разговаривать. Сейчас мы его поставим на стенд и снимем все параметры, посмотрим на характеристики. Магический процесс приготовления топлива. Смесь специального масла и керосина. Масло здесь 5%. С помощью этого масла он и смазывается. Для запуска очень хорошо подошел мой самодельный стенд. Минут за 15 установил двигатель, всю обвязку, заправил топливом, и мы уже готовы стартовать. Здесь есть все необходимое, чтобы запускать самодельные турбореактивные двигатели, но для этого малыша нам понадобится лишь система измерения тяги. Включаем безмен. Он устаканивается, и после этого тяга, создаваемая двигателем, будет отображаться на дисплее. Самое главное, как обычно, скрыто от нашего взора и располагается снизу. Здесь расположились мозги управления двигателем, к ним подключается насос, клапан, приемник радиоуправления и батарея. Протянул аккуратненько все трубопроводы, даже сделал, видите, все бачки стационарно, чтобы можно было в любом месте запускать этот мотор. Подключение состоялось, и что же мы видим на экране? Здесь у нас показываются обороты. Должны больше 200 тысяч подниматься. Ну, а здесь температура двигателя. Понад корпусом проходит тонюсенькая термопара и заходит в сопло. Она, собственно, и измеряет текущую температуру двигателя. Меню монитора какое-то стандартное и позволяет очень легко измерять все необходимые параметры. Здесь, например, показывается текущий вольтаж батареи и текущее положение стика газа на аппаратуре. Если мы стик газа перемещаем, то здесь у нас, во-первых, в процентах изменяется. Плюс изменяется управляющая частота сигнала. Далее показываются максимальные обороты. Я здесь пробовал набалтывать, чтобы умощнить, так сказать, двигатель. Но не получается. Больше 226 тысяч никак не установить. Здесь обороты малого газа. То есть, когда движок доходит до 80 тысяч, он переходит в автоматический режим. Далее, какие-то стоп-обороты. Видимо, если что-то произошло и обороты упали меньше 70 тысяч, он должен отрубаться. Минимальная температура запуска. Максимальная температура тоже будет выключаться, если превзойдет ее. Настройка аппаратуры под этот двигатель. Кстати, заработала сразу автоматически, без всякой настройки. Ну, естественно, если подстроить, было бы лучше. Скорость набора оборотов. Здесь скорость сброса. Ну, по крайней мере, как я это себе представляю. Это пока не знаю. Это условные единицы управления помпой. То есть двигатель у меня изначально не запускался с этой помпой. Пришлось немножко поинтов добавить. С 26 до 30. Здесь то же самое. Что-то связано с вот этим вот, с настройкой насоса. Это очень хорошо, что можно отдельно настраивать. Потому что насосы разные. И если мы меняем насос, движок уже может не запускаться. Например, насос будет либо слишком много подавать, либо будет подавать недостаточно. Стараюсь делать все очень подробно. Потому что вдруг кто-то купит этот двигатель, захочет посмотреть обзорчик. А уже все есть, друзья. Поэтому видео немножко длинноватенькое получилось. Но я надеюсь, вы проголосуете просмотрами за столь качественный контент. Запуск очень простой. Поднимаю триммер вверх на аппаратуре. У нас загорается ready. Чтобы потушить двигатель, триммер нужно будет опустить вниз. Ну а чтобы запустить, нам осталось открыть газ немножечко. И рычажочек вверх-вниз опустить. Все. Пошел процесс. — 40 тысяч оборотиков. Двигатель вошел в режим малого газа. Пробуем дросселировать.
Так, ну это я, конечно, опрометчиво здесь запускаю. Сейчас мы его поднимем немножечко повыше, потому что нахожусь в подвале, так можно и задохнуться. И продолжим это интересное дело. Ну что, потянет, как думаешь? Потянет. Готовимся на марш. Туда, но не обратно. Больше всего интересно узнать даже не максимальную тягу, а обороты на тяге 0,8 килограмм. Чтобы понимать, до каких оборотов мои движки раскручивались. И на каких оборотах кончаются подшипники там. Сейчас по порядочку все узнаем. Понеслась. Тяга на холостых оборотах 200 грамм. 80 тысяч оборотов. Добавляем. Ну вот. Моя балансировка заканчивалась примерно здесь. 700 грамм тяги, 160 тысяч оборотов. Ну а теперь даем на всю. — 1690 грамм тяги, и оборотики сами видели какие. 227 тысяч. Я надеюсь, вы заметили, как стенд под тягой отгибает. И заметили, насколько быстро уходит топливо. Я замучился, если честно, туда подливать. По-моему, литра 2-2,5 у меня ушло на все испытания. Но это реактивный двигатель, этим все сказано. Все, наверное, настало время разбирать его. Разбирается он с помощью отвертки для мобильных телефонов. Такая маленькая звездочка. Снимаем сопло. Целых 10 винтиков. Здесь видны свежие следы балансировки. Но вот здесь вот более тусклые. Видимо, до сервиса еще балансировалась, либо отдельно турбинка на заводе. А это уже в сборе. Видно, что работа очень-очень тонкая. Я даже не знаю, чем так можно приварить. Неужели тик сваркой? Но оно буквально вот там вокруг обварено. Есть колпачок, который создает нормальное обтекание вот этой области плоской. Моя ошибка в том, что я сопло делал резко сужающееся. Сразу после турбины уже был угол. Здесь, видите, вначале идет параллельно, а потом постепенно закругляется. Я думаю, если бы я делал точно так же, то вполне возможно с соплом бы лучше они бы у меня работали. Открутим свечечку. Свеча имеет совершенно обычную конструкцию для таких двигателей.
Имеется платиновая спираль, на которой подается напряжение около 1,5 вольт. Она раскаляется до красна и поджигает пропан. Это первоначальное топливо. После того, как камера сгорания прогреется, подается керосин, и движок начинает уже работать по-настоящему. В принципе, любую авиамодельную метанольную свечу можно модернизировать до такого состояния. Нужно лишь вытянуть немножечко спираль. Снимаю защитный кожух. Сразу же можно открутить моторчик стартера. Ну и датчик оборотов, чтобы нам не мешались провода. Залито чем-то похожим на эпоксидку. Ну а здесь какая-то микросхемка. Микросхемка и сверху еще какой-то транзистор. Вот и вся электроника, которая есть внутри двигателя. Стартер на карбоновом креплении. Внутри есть резиновое колечко, которое входит в зацепление с гайкой крыльчатки и раскручивает двигатель. Раскручивает он за счет того, что муфта по инерции выбрасывается вперед при начальном старте моторчика и входит в зацепление. Далее это зацепление поддерживается определенным моментом двигателя, и все прекрасно раскручивается. Я все боялся, чтобы он не перегрелся, потому что ну уж очень люто он раскручивает двигатель. Зазор между крыльчаткой и корпусом примерно 0,2 мм, может 0,15. У меня, в общем-то, такое тоже получалось, но из-за вибраций были касания, и оно стиралось в одном месте, вибрации усугублялись. Здесь вибрации вообще отсутствуют. Выдавливаю корпус. И сейчас мы посмотрим на святая святых камеру сгорания этого двигателя. О, ничего себе! Друзья, какая же она маленькая. Честно говоря, я не ожидал, что она может быть такой маленькой. У меня гораздо больше, хотя я двигатель хотел сделать немножко меньше этого. Давайте сравним. Вот как выглядит моя, а вот как выглядит на этом миниатюрном двигателе. Хотя корпус у меня меньшего диаметра, здесь вот как обычно много пустоты. Наверное, эта пустота что-то дает. Стало мне интересно, например, выточить сюда корпус немножко меньшего диаметра и посмотреть, будет ли оно работать. Рассмотрим немножечко внимательнее. Видно, что с очень тонкого металла сварено. Я даже не вижу, какая здесь толщина. Наверное, 0,1 мм инканеля. Видны следы точечной сварки, опять же, ювелирной какой-то. И совершенно ювелирные форсунки. Вот они здесь так намотаны вокруг коллектора. Для сравнения обратите внимание, какие трубки у меня. Видите, у меня они гораздо более жирные, такие мощные. Ну а так, в общем-то, схожесть какая-то прослеживается с камерами сгорания. Здесь я посчитал 12 рядов отверстий, у меня 10 рядов. Диаметр соплового аппарата здесь немножко меньше. Крыльчатки. Такое ощущение, что примерно одинакового диаметра, ну либо у меня немножко меньше. Вот обратите внимание, какая сварка здесь. Просто шок. Кто знает, расскажите, это лазерная какая-то сварка или все-таки тигом кто-то так умеет варить? Есть ли подписчики у меня, которые могут так варить? Вот вам для сравнения карандаш с тонким жалом. Жало где-то 0,6 мм. Ну и соответственно сварочный шов здесь примерно 0,6 мм. Трубка, по которой идет весь керосин в двигатель, практически такого же диаметра, как каждая отдельная трубочка у меня. Чтобы разбираться дальше, нужно открутить все вот эти винты. Трубки уплотняются через очень маленькие резиновые колечки. Здесь, как видно, одна расплющена. Но у меня даже нечем их заменить. Снимаем диффузор. Аккуратно, чтобы не потерять эти колечки. И вот что мы видим. По-моему, это какая-то роскошь. Но мы на достигнутом не остановимся. Очень интересно все-таки посмотреть на масляную систему и на систему шарикоподшипников. Святая святых, царствие огромных оборотов будем вскрывать. Пометил все, что можно. Может быть, удастся обратно
также хорошо собрать. Без балансировки. Ну, хотя нельзя так делать. Здесь левая резьба. Интересно, насколько сильно затянуто. Так, уже пошло. Где пошло? О, пошло нормально. На крыльчатке компрессора. Провернулась крыльчатка. Все. Так, пробую обратно ее. Кок, оказывается, внутрь входит. Дрожащими руками. Снимаем. А подшипнички-то здесь очень интересные. Вот подшипничек в сравнении с моим. Видно, что я очень старался, чтобы он выдерживал. Потому что он гигантский, друзья, по сравнению с этим. Видите, там шарики настолько маленькие, но их зато намного больше. Процентов на 30. Соответственно, возможно, пятно контакта выше, и он должен лучше выдерживать. Да хотя здесь нечему выдерживать, потому что балансировка просто на грани фантастики, и нет никаких вибраций. А то, что там 2 килограмма тяги на него давит, я думаю, это несущественно. Также обратите внимание, здесь есть какие-то вихри, которые, видимо, образуются при работе двигателя. Мне кажется, это отверстие уравнительной линии, чтобы нормально поступало масло по каналу. Это мы увидим, когда продолжим разборку. Ну а сейчас сравним компрессорные крыльчатки. Видно, что у моей потенциал гораздо больше, потому что она большего размера. Не зря ее тяжело было раскручивать в турбине, и мне пришлось обтачивать наружный диаметр. Тем самым я еще больше ухудшил балансировку и стало быстрее выходить из строя все это дело. А балансировка, смотрите, какая должна быть. Здесь обточено. И видно, что очень много раз обтачивали. Смотрите, сколько на кончике следов. Со всех сторон буквально. И как я понял, даже на готовом двигателе они залазили аж вон туда, внутрь. И добалансировали. Я даже отверткой не могу туда попасть. Здесь вообще много выбирали. Балансировка нарушается, когда закручивается гайка. И она, соответственно, прижимает крыльчатку. Крыльчатка куда-то на таком длинном валу обязательно отклоняется. Обязательно. И вот этого микроскопического отклонения, например, в 100, достаточно, чтобы уже двигатель нормально не смог работать. Потому что нужна именно идеальная балансировка. Реверс-инженеринг у нас сегодня. Вал толстенький. Между турбиной и подшипником есть некое расстояние. Турбинка, кстати, очень толстые лопатки имеет. Сопловой аппарат схожий по конструкции с моим, но имеет крепление и посередине. У меня крепится только по краям. А посередине идет туннель с подшипником. Здесь же, что интересно, пружина находится с обратной стороны. Здесь я нажимаю на подшипник, и он выстреливает. Причем она довольно-таки жесткая пружина. А здесь ничего нет. Подшипники на турбине и на компрессоре, такое ощущение, что разные. Здесь шарики темные, а здесь шарики немножко посветлее. Интересно, с какого ж такого материала они изготовлены? Явно видно, что цвет разный шариков. Сама турбинка примерно такая же, как и у меня по диаметру. Но количество лопаток здесь поболее. И лопатки немножко другие по форме. Практически отсутствует крутка. Но зато такой вот именно характерный турбинный профиль. Остались еще вопросы по системе смазки, так что смотрим дальше. Пружины в конструкции используются необычные, вот такие плоские, как шайбы. Усилие около 1-2 кг. Думаю, что для тех, кто захочет построить свой самодельный турбореактивный двигатель, это видео будет очень полезно. Оно даже для меня полезно, потому что я никогда не видел системы смазки вживую. То есть я думал, просто трубочка подходит и все. А нет, как оказалось, ребята. Ну, во-первых, вот эти уравнительные линии, отверстия, они соединяют внешний контур камеры сгорания, там создается самое большое давление, с областью за крыльчаткой. То есть оттуда
изнутри воздух подается вот в это пространство. Помимо этого, есть еще два сверления, которые оттуда же подают воздух под определенным углом с одной и с другой стороны, а посередине подается масло. Видимо, таким образом формируется то ли факел подачи масла правильный, то ли еще для каких-то целей, которые мне непонятны. Трубочка, кстати, подачи масла тоже довольно-таки большого диаметра, как и я делал у себя, собственно. То есть расход жидкости на охлаждение и на смазку здесь получается 50 на 50. 50% идет на работу двигателя, 50% на подачу смазки. Потому что диаметры здесь одинаковые, что этой трубки, что этой трубки. У меня вообще-то на подачу смазки где-то процентов 20 всего лишь было, и я думал, это очень много. Потому что в более крупных движках я замечал, что там как-то 1 к 8 или что-то около того. Очень было интересно посмотреть на отверстие внутри жаровой трубы. Ничего особенного я для себя там не увидел. У меня сделано примерно так же, но зарисовку, думаю, я для себя сделаю. Потому что не часто туда заглядываешь, и просто надо все разобрать, сами видите, чтобы получилось туда долезть. Можем оценить, как там внутри расположены испарительные трубки. Видно, что они занимают довольно-таки большой объем внутри. Ну, это и не удивительно. Топливо должно хорошо прогреваться, хорошо испаряться. Для этого, собственно, так вот оно и сделано. Ну, а вот сопловой аппаратик. Он литой, с последующей механической обработкой точных поверхностей. По материалам тоже все очень интересно. Ну, естественно, горячая часть выполнена из инканеля. Вал, кстати, я не знаю, из чего он здесь выполнен. Непонятно пока что. Возможно, тоже из инканеля, потому что нет у него цветов побежалости. Хотя вот видно, что турбина, она соприкасается с подшипником. И вал как бы должен нагреваться при этом. Туннель выполнен из стали. Наверное, в следующих своих реактивных двигателях я тоже его буду из сталюки делать. Потому что что-то алюминиевые вот эти детали мне надоели. Они подклинивают как-то. Не особо хорошо там скользят, подшипники. Все это проворачивается. Видно следы задиров от проворота. Ну а в остальном все то же самое, как и в моем самодельном микротурбореактивном двигателе. Разложил аккуратненько все детальки и буду потихонечку их переносить на чертежи. Не знаю, зачем это мне надо, но вот захотелось сделать. Чтоб не разбирать потом в следующий раз, если вдруг захочется узнать какие-то размеры. Надеюсь, вам понравился столь полноценный видеообзор микроскопического турбореактивного двигателя. Никто такие обзоры не делает, потому что это очень дорого, и после полной разборки двигатель теряет свои первозданные ценнейшие свойства и ресурс. Да что там говорить, даже я не стал бы этого делать, если бы не Алексей Ивашов, ребята. Леша попросил, чтобы я полностью все показал для вас. В надежде, что кому-то это будет интересно, а кому-то, может быть, даже и полезно. Ну, лично я очень благодарен Алексею за то, что он поспособствовал такому обзору. И мало того, хочется друга не просто словесно отблагодарить за все, что он сделал для меня, для развития нашего канала. Вот... Есть у меня такой двигатель, он уже на стоечке, имеет законченный вид. Я его отдам Алексею в подарок, ребята. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Если интерес к турбореактивной тяге не упадет, то поверьте, на эту тематику будет очень и очень много видео. Если хотите оперативно видеть выпуски, бейте в колокол. Всем пока, до новых встреч!